Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в Стамбуле и хочу снять для вас обзор самых популярных рынков этого замечательного города. И речь пойдет о 3 рынках, которые я успела посетить, пока находилась здесь несколько дней. Естественно, я побывала на самом знаменитом рынке в Стамбуле, это Гранд Базар. Также я купила сладости на египетском рынке или рынке специй, как его многие называют. Это второй по величине рынок после Гранд Базара. Ну а больше всего мне приглянулся рыбный рынок, который расположен совсем рядом с Галатским мостом. Там мы пробовали знаменитый турецкий фастфуд балык-дурюм или проще скумбрия в лаваше. В Стамбуле более 15 рынков. Побывать везде, конечно, сложно, но каждый из них по-своему интересен и очень колоритен. Но обо всем по порядку. А я сейчас нахожусь в египетском базаре. Посмотрите, какая красота. И выбор здесь всего возможного, что только хотите. От золота до специй. Здесь можно гулять, все это рассматривать. Очень-очень-очень все красиво. Туристов много. Кстати, очень много продавцов говорят по-русски. Здесь у нас разные чаи, специи. Знаменитый дубайский шоколад. Сейчас он вообще везде, на каждом углу. Маленькие шоколадки для подарков, здорово. О, оливочки. Такие крупные. $100 грамм. 120 лир, да? Да, по 100 грамм. Это 1 килограмм. 120 лир, 100 грамм. Здесь получается внутри инжир, фрукты и сверху орехи. Здесь пахлава. Выбор огромный, глаза разбегаются. Это фисташковое, очень вкусное. Пока мы выбирали сладости, нам уже принесли, угостили чаем. Также здесь для гостей есть угощение, орешки. Здесь большой выбор чая, огромный просто. Ну, по стоимости вот видно 4000 лир килограмм. То есть на 3 это 12 тысяч за килограмм. Ну, видимо, какой-то очень серьезный. Что, вкусно? Ой! Очень вкусно. Нежные такие. А килограмм получается 1200 лир, да? Это гранат инжир. А прайс одинаковый, да? Same. Normally more, take same, no problem. Мне белый больше понравился. А в белом фундук, да? Да, вот это фундук, это миндаль. Вот такую красоту мы повезем родным домой. Это же огромный выбор сувениров, различных чашечек, турок красивых. Это кофемолки. Ну, тоже цены разные. Ну, 630 лир. Умножаем на 3 и получаем стоимость в рублях. Пока идете, вас везде здравствуйте угощают. Можно прийти, попить чаю, покушать сладости с каждого бутика. Наздороваешься, наешься, чая напьешься. Ну да, так что вот такая вот красота здесь, друзья. Обязательно это место нужно посетить, если вы будете в Стамбуле. Это одна из визитных карточек города. Hello. Если вы будете в Стамбуле рядом с египетским рынком, то можно смело обойтись посещением только его. Здесь есть все, что продают и на других рынках.
от сувениров и золота до сладостей и одежды. Цены очень разные, так как торговцы, как везде, рады видеть туристов, которые совершенно не ориентируются в местных ценах. Поэтому совет от меня: перед тем, как что-то покупать, хотя бы немного погуляйте по рынку, поспрашивайте в разных местах, сколько стоит тот или иной интересующий вас товар. Ну и, конечно, торговаться. Все продавцы с удовольствием это делают, ведь цены очень часто завышены в 2-3 раза, с учетом, конечно же, торга. Это относится ко всем рынкам, где так много туристов из разных стран. Я сейчас нахожусь на рыбном рынке. Находится он под Галатским мостом. Вот мост. И здесь же расположен рынок. Я так думаю, что можно приобрести рыбу, и в кафе вот эти могут ее приготовить. Давайте посмотрим, какой выбор. Рыбаков на мосту очень много. О, какая красота! Свежая рыбка. Просто шикарно. Так, ну и по ценам примерно. Вот за килограмм это 700 лир. И чтобы перевести в рубли, нужно умножить на 3. К примеру, что вам рассказать. От ставрида 200 лир. Хамса, очень люблю эту рыбу. У нас тоже в Сочи она продается. 250 лир. Это 750 рублей за килограмм. Ну, понимаете, выбор здесь огромный. Запах специфический, на любителя. О, даже есть устрицы. Кстати, цены очень выгодные. 150 рублей за устрицу, свежую. Я считаю, это шикарно. Также здесь есть зелень. Ну, рыбы просто обалдеть. Очень большой выбор. Барабуля, ставрида, скумбрия. Все в изобилии. А здесь готовят балык-дурюм. Это скумбрия в булке, в лаваше. Стамбульский такой фастфуд. Обязательно попробуем сегодня. И сейчас мы находимся под Галатским мостом. И вот оттуда мы пришли, где стоит лодочка белая. Там рыбный рынок. И здесь вы можете кушать свежайшую рыбу с потрясающим видом. Как и говорила, мы обязательно зайдем кушать свежую рыбу. Вот какую красоту нам принесли. Это хамса, это скумбрия. И сидим мы вот с таким великолепным Рыбный рынок легко найти из-за близости Галатского моста. Ассортимент здесь действительно поражает, потому что рядом расположен морской порт. Также рыбу привозят сюда со всех ближайших портов и не только. Я находила информацию, что даже из Норвегии сюда тоже везут улов. Здесь удобно совершать покупки, если вы сняли апартаменты в Стамбуле и будете готовить себе сами. Можно просто прогуляться и удивиться богатству выбора, либо же зайти в кафе, где все это смогут для вас приготовить. Мне особенно понравился местный стритфуд балык-дурюм или скумбрия в лаваше. Рецепт этого блюда максимально прост и состоит из 4 ингредиентов: хлеб или лаваш, филе свежепойманной и обжаренной скумбрии, лук, капуста. Стоимость весьма демократична, примерно 160 турецких лир, это 500 рублей. Между египетским базаром и Гранд-базар
Здесь тоже огромное количество улиц, их, мне кажется, просто невозможно все пройти, перейти. Все усыпано в бутиках, в маленьких магазинах. Что если вы любите рынки, базары, это просто будет рай для вас. Людей, конечно же, много. Торговаться, конечно же, обязательно нужно. Без этого здесь никак. Такая вот здесь атмосфера. Отовсюду запахи, кебабы. Хочешь, не хочешь, а кушать сразу захочешь. И сейчас мы с вами дойдем до Гранд-базара. И вот перед нами открывается вид на одни из 18 входных ворот на Гранд-базар, один из самых старых рынков в мире. Дата его основания принято считать 1461 год. На данный момент рынок насчитывает 61 улицу, около 5000 торговых лавок, несколько складов, красивые фонтаны, мечети, хамам и школа, не говоря уже о многочисленных кафе, словом, все, что имеется в приличном городском квартале. Говорят, что если вы не найдете на Гранд-базаре нужные вещи, значит в мире ее просто не существует. Конечно, это преувеличение, но то, что это место аутентично, обладает притягательностью и особенной атмосферой, это совершенно бесспорно. К сожалению, я попала сюда во время священного намаза, поэтому большинство лавок было закрыто. Но прогулявшись по территории рынка, можно с уверенностью сказать, что она удивит каждого своими масштабами, здесь действительно можно заблудиться. Я посетила лишь малую часть рынков Стамбула. Базар – это живая артерия, часть повседневной городской жизни. И если вы хотите ее получше себе представить, немного ею пожить, сходите на базар, пусть небольшой, но с практической целью. Сходите туда не один раз, посвятите свое время этой неотъемлемой части восточной культуры – культуре торговли. Попробуйте получить удовольствие от общения с продавцами, от поиска какой-нибудь вещицы, ее выбора и, наконец, от приобретения.